До балки масою 200 кг і довжиною 5 метрів підвішено вантаж масою 350 кг на відстані 3 метрів від одного з кінців, якими балка міститься на опорах. Які сили тиску на кожну з опор? Нам задача известна о том, что балка массою 200 кг. Здесь подвесили груз массой 350 кг. Длина балки L равно 5 метров. И расстояние от одного из концов балки, которым подвесили этот груз, L2 равно 3 метра. Нужно определить, какие силы действуют на опоры. Известно о том, что балка имеет массу 200 кг. Коль балка однородная, можно тот вес, который имеет балка, расположить посередине. Вот эта масса балки, вес будет P. Балка лежит на подставках, которые удерживают ее. Обозначим это силами, которые поддерживают. Например, сила F1, сила F2. Длина балки 5 метров. Для того, чтобы легче было определять другие компоненты этой задачи, определим эти половинки. Это будет L пополам большое, и это L пополам большое. И обозначим их L. L равно L деленное на 2. Ну, так мы понимаем, что где-то 2,5 метра. Здесь еще дано о том, что на удаление вот одного из концов, пусть от этого конца балки, подвешен еще один груз массой М2, весом P2. И вот это расстояние до этого груза равно L2. Балка находится в равновесии, поэтому сумма действующих всех сил, их равнодействующее значение должна быть равна нулю. Если мы перенесем какое-то место одинаковые все силы, F1 и F2, ну, скажем, напротив балки, вот с этой стороны, тогда сумма F1 плюс F2 должна быть равна P плюс P2, согласно закону первого Ньютона, что сумма равнодействующих всех сил будет равна нулю. Можем написать такое выражение о том, что P плюс P2 это вес балки плюс вес груза равен F1 плюс F2. Вектор. Но поскольку векторы здесь направлены в одну сторону, эти в другую, можно написать, что их модули P плюс P2 будет равно F1 плюс F2. Понадобится нам или нет, но условия мы это дело запишем. Кроме этого, балка находится в неподвижном состоянии. Модули сил, которые действуют на нее, должны компенсироваться. Давайте посмотрим относительно F2, какие здесь, если эту точку считать, относительно которой будут действовать силы. Можем эту точку взять. Ну, взяли. Какие здесь действуют силы, то видим, что две силы, которые направлены в одну сторону, и одна сила, которая направлена в противоположную сторону. Определим модули этих сил. Эти направлены по часовой стрелке, моменты сил, то этот момент силы направлены против часовой стрелки. Получается, что сумма двух этих моментов, которые направлены по часовой стрелке, должна быть такая же, как и момент, который направлен против часовой стрелки, для того, чтобы компенсировать друг друга. Запишем, какие здесь действуют модули. В эту сторону действуют моменты сил. Момент силы P и момент силы P2, которые определены массами M и M2. Это масса балки, это масса дополнительного груза. Момент силы P равен чему P на плечо умножить на L. Дальше. Момент силы P2 равен. Это P2, сила P2 умножить на плечо. Какое здесь плечо? Плечо здесь L2. Все эти силы действуют в одном направлении. Моменты сил направлены по часовой стрелке. Момент силы F1 давайте запишем. Равен самой силе F1, то множится все плечо, которое действует сила F1. Умножить на значение. Мы знаем, что моменты сил направлены в одну сторону, момент силы F1 направлен в другую сторону. И раз балка находится в равновесии, неподвижная, то получается, что сумма этих моментов сил должна быть равна этому моменту сил. Сумма модулей здесь должна быть равна модулю силы F1. Можем записать это, что P умножить на L плюс P2 умножить на L2 равно чему F1 умножится на L большое. Нам известно здесь в этом уравнении, что известно. Известно L, известно P2, известно P. Силы балки, вес дополнительного груза и значение L. Это L пополам. Перепишем это, полностью подставим эти значения. P, L пополам, плюс P2 на L2 и равно F умножить на L. Отсюда F1, конечно, можно найти. Давайте F1 будет равно вот этим значением. P, что множится на L большое на 2, плюс P2 на L2 и делить на что? Делить на L большое. Подставим значение. Вместо P, коль мы здесь не определились, P мы так и написали, что P равно, это вес балки, P равно mg, а P2 равно m2g. Подставляем сюда значение, что мы получаем. P mg умножится на L делить на 2, плюс P2 m2g, что множится на L2 и делить на L. Ну, теперь подставим те числа, которые у нас есть, посмотрим, что у нас будет. Да, g можно вынести за скобку, давайте ее вынесем, чтобы она вам меньше вносила. Сление m умножить на L2 плюс m2 умножить на L2 и делить на L. Будет равно, подсчитаем. G это у нас 9,8.
метров за секунду в квадрате. Здесь у нас масса балки 200 кг. Делить на L пополам. 2,5 метра килограмм, 2,5 метра. Плюс М2 это 350 кг. Это множится на L2, 3 метра. И делим на сколько? Делим на 5 метров. Метры и метры сократятся. Секунды в квадрате пойдет вниз. Тут килограмм на метр на секунду в квадрате будет ньютон. Равно 9,8 метров за секунду в квадрате множится на. Здесь у нас будет в скобках 500 килограмм на метр плюс 1050 килограмм на метр. И делим на 5 метров. Метр давайте эти сократим. У нас получится значение 3038 ньютонов. Или приблизительно 3,4 килоньютона. Так F1 у нас будет равно, считали, 3,4 килоньютона. Можно использовать вот это выражение для того, чтобы определить, какой будет F2. Мы знаем о том, что сумма всех сил, которые здесь в противоположном направлении, одни и другие согласно первому закону Ньютона, P плюс P2 равна F1 плюс F2. F1 известно, F2 неизвестно, P2 известно, P известно. Давайте из этой формулы можем, конечно, посчитать относительно F1, но это будет такое же приблизительное выражение, но мы получим то же самое значение. Давайте запишем. Это P плюс P2 равно F1 плюс F2. Отсюда F2 равно P плюс P2 минус F1. Давайте эти преобразуем, получим значение такое. M1G плюс M2G минус F1 равно. G выносим за скобки. Плюс получается M плюс M минус F1. Посчитаем. 9,8 метров за секунду в квадрате на сумму на 550 килограмм и минус 3,04 килоньютона. Мы получим, определили силу F2. Таким образом, когда использовали как точку опоры, относительно которой действуют моменты сил, там, где находится сила F2, тогда определяется сила F1. Точно таким же образом можно было определить силу F2, но в этом случае F1 не участвует в моментах, а участвует силы дополнительного груза, сила балки. Но если момент силы балки такой же остается, как он у нас был, P умножить на L, так момент силы дополнительного груза не будет на L2, а будет L, все большое L минус L2. Раньше он был 3 метра. Тут в данном случае будет 1 метр. Ну а F2 будет точно так же таким большим плечом, как было раньше F1. От выбора точки, относительно которой будем считать моменты сил, собственно говоря, задача будет точно таким же результатом.